Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы с вами стоим на одной из главных улиц города. Это Тверская улица. Камера наша движется от направления Пушкинской площади в сторону Охотного ряда. И нам виден вот так вот вдалеке сам Кремль и Красная площадь. Тверская улица — это одна из главных в Москве. Выглядит она в дневное и осеннее время примерно вот так. Ну, а Тверскую улицу знают многие гости столицы. Обычно те, кто приезжает в Москву в первый раз, побывав на Красной площади, непременно направляется сюда, на Тверскую улицу. Особенно в вечернее время она вся сияет в огнях, и люди здесь гуляют. Здесь обычно проходят все крупные праздники, массовые гуляния. Очень много исторических событий прошло в районе Тверской. Ну, и многие считают, кстати говоря, что Тверская улица идет от Манежной площади до площади Тверской заставы, на которой расположен Белорусский вокзал, но на самом деле это не так. Она действительно начинается от Манежной площади и заканчивается на Триумфальной площади, где потом переходит в первую Тверскую и Ямскую, но в тандеме визуально смотрится как единое. Ну а в этом сюжете мы с вами пройдем сквозь вот эту прекрасную арку, посмотрим, что нас будет окружать с обратной стороны именитной улицы в этом месте. И направимся мы с вами к Московскому дому композиторов, который, как вы уже понимаете, расположен в самом центре Москвы, в непосредственной близости от самого Кремля и Тверской улицы, которую мы увидели. Зайдем мы с вами через Брюсов переулок, ранее это улица Нежданова, и направимся к дому композиторов. Ну а на пути нас будут окружать интересные дома с памятными досками. Один из таких мы рассмотрим и параллельно вспомним некоторые моменты истории. Сразу нас встречает один из домов интересных, вы его видите, в стиле конструктивизма. Это музей-квартира Всеволода Мейхерхольда. Это мемориальный музей театрального режиссера, открытый в 1991 году. В квартире представлены фотографии спектаклей, документы, эскизы костюмов, макеты декораций. Является филиалом театрального музея имени Бахрушина и своеобразная сама личность режиссера. Его режиссура была также в стиле конструктивизма. Он своего рода отражает свою специфическую эпоху, вроде как Маяковский, но в режиссуре и театре. Музей может понравиться тем, кто действительно интересуется театром, а также творчеством и личностью самого режиссера. Советую не жалеть денег и заказать экскурсию. Тут работают действительно профессионалы, гиды интересные, много узнаете. И плюс там бывают разные спектакли, на которых можно действительно получить массу удовольствий. Вот так вот выглядит Брюсов переулок. А далее мы будем потихоньку приближаться к тому самому дому, который в сталинском стиле. Он уже попадал в кадр, и про него как раз сейчас мы с вами поговорим. Строительство двух домов для Союза композиторов СССР, которые в народе называли Домом 100 роялей, и где разместился Московский дом композиторов, завершили к 1956 году. Автором проекта стал ученик известного зодчего авангардиста Ильи Александровича Голосова Исильдор Леонтьевич Маркуза, который сумел встроить дома, не разрушая историческую застройку района. И благодаря этому здесь многое сохранилось. Это и дореволюционный доходный дом, и храм Успенский, вы его увидите. И оба здания декорировали практически в едином стиле. Это помещения на первом этаже, которые получили высокие потолки и внушительные оконные проемы. Фасадные плоскости разделили профильными лопатками, что перекликалось с оформлением фасадов сталинских высоток, некого эталона городского строительства того времени. Правда, эти здания все же оформлялись более лаконично, и в каких-то сдержанных формах, без крупных элементов декора, без башенок, шпилей или каких-то громоздких выпирающих карнизов. Охватим мы то, что будет окружать этот дом, немного погуляем и здесь, рассмотрим повнимательнее то, что нас будет окружать. Конечно же, пройдем мы мимо памятника известного Арама Хачатуряна. Вот так вот он
интересно выглядит на фоне дома. Но мы с вами еще поговорим дополнительно про всех, кому установлены и мемориальные доски, и сами памятники. Все наша камера охватит, ну а я буду в дополнение добавлять вам свои комментарии. План строения входящего в Брюсов переулок 8-10 имеет Г-образную форму. Его угловая часть срезана, и в ней устроены лоджии арочной формы. Дом же со стороны Газетного переулка 13 с противоположной стороны от Брюсового переулка имеет простой прямоугольный план и торцом обращен к церкви Успения Пресвятой Богородицы в Успенском Вражке. Все это в сюжете мы увидим. Ну а ранее в доме с одной стороны находились только жилые помещения, а с противоположной стороны помещения дирекции Союза композиторов, нотные книжные библиотеки, 2 концертных зала, звукозаписывающая студия, коммерческие компании, которые арендуют некоторые площади. Все это мы с вами тоже рассмотрим. Ну и давайте поговорим о том, как же здесь все начиналось. В начале 1950 года очень известный всем талантливый человек, советский композитор и дирижер, музыкальный педагог, автор 11 оперет и 4 балетов, музыки к нескольким десяткам кинофильмов, множество популярных советских песен, народный артист РСФСР и лауреат 2 сталинских премий, депутат Верховного Совета РСФСР первого созыва Исаак Осипович Дунаевский предложил создать жилищный кооператив «Советский композитор». К решению вопроса подключились такие гранты, как Дмитрий Дмитриевич Шостакович, Арам Ильич Хачатурян, Матвей Исаакович Блантер, а также тогдашний руководитель Союза композиторов Тихон Николаевич Хренников. Уже летом этого года Иосиф Виссарионович Сталин дает добро и поручает Центральному банку СССР субсидировать строительство. Но несмотря на значительный для того времени первоначальный взнос, не все желающие смогли поселиться в этих домах из-за высокого спроса. Но интересно то, что уже в то время для жильцов была организована служба доставки, благодаря которой можно было заказать на дом хлебопродукты из бывшей Филипповской булочной, молочку из магазина «Диета», зелень и овощи, а также сделать приятное, сдать белье в прачечную. То есть некоторых именитых и выдающихся людей вы уже услышали в моем рассказе, а также вы узнали их в кадре. Но кто же из знаменитостей жил в этих домах, кроме ранее озвученных именитых людей? Советский композитор, дирижер-пианист, педагог, публицист, общественный деятель, академик СССР, герой социалистического труда и народный артист СССР Кабалевский Дмитрий Борисович, советский скрипач-педагог, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии Коган Леонид Борисович, советский композитор-песенник, заслуженный деятель искусства РСФСР. Написанные в 60-е годы песни приобрели всенародную известность. Островский Аркадий Ильич, русский и советский композитор и педагог, преподаватель Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, заслуженный артист РСФСР, народный артист БССР, лауреат Сталинской премии 2-й степени Золотарев Василий Андреевич. Советский пианист, заслуженный деятель искусства РСФСР, лауреат Сталинской премии 2-й степени Гинзбург Григорий Романович. Советский музыковед Грубер Роман Ильич. Советский армянский композитор, пианист, педагог, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии 3-й степени Бабаджанян Арно Арутюнович. И советский и российский композитор, народный артист РСФСР Фельдсман Оскар Борисович. Советский, российский композитор-пианист, народный артист СССР Туликов Серафим Сергеевич. Советский музыковед и педагог, профессор Московской консерватории, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств РСФСР Цукерман Виктор Абрамович. Невероятная история любви великих людей. Советский, российский виолончелист, пианист, дирижер, композитор, педагог,
общественный деятель, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Сталинской премии второй степени, Государственной премии Российской Федерации, Государственной премии РСФСР имени Глинка, пятикратный лауреат премии Грэмми, супруг прекрасной певицы Галины Вишневской Мстислав Росторопович. Ну и, конечно же, прекрасная Галина Вишневская, советская оперная певица, актриса, театральный режиссер, педагог, народная артистка СССР, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством. И это только часть списка. Вы только представьте, сколько великих произведений, хитов, известнейших на весь мир было написано здесь. Вы обязательно должны побывать в этом прекрасном месте, побыть здесь и зарядиться невероятной музыкальной энергией, которая окружает этот прекрасный и великий дом. Дом является одним из самых известных домов творческой интеллигенции Москвы. Всей творческой деятельностью руководил художественный совет, в который входили самые авторитетные композиторы и музыковеды, представляющие все жанры музыкального творчества. Достаточно напомнить, что его первым председателем был избран Хачатурян, который возглавлял художественный совет в течение 15 лет. В доме были организованы постоянно действующие так называемые малые клубы, созданные по различным жанрам композиторского творчества. Клубы камерной, симфонической, хоровой, джазовой музыки и песни и так далее. Длительное время наиболее плодотворно работал Московский молодежный музыкальный клуб, которым 47 сезонов бессмертно руководил энциклопедически образованный, талантливый композитор, писатель и художник Григорий Фрид. Интереснейшие программы клуба способствовали развитию музыкальной культуры народов нашей страны, сохранению культурного наследия России, пропаганде приоритета общечеловеческих ценностей. Программы Московского молодежного музыкального клуба отличались своей многогранностью, многожанровостью, широтой кругозора. Проблемы современной классической музыки, академического исполнительства сочетались с обращением к фольклору, мюзиклу, джазовым направлениям. На заседаниях клуба неоднократно проводились творческие вечера Шостаковича, Хачатуряна, Хренникова, Щедрина, Френкеля, Пахмутова и многих других композиторов. Выступали известнейшие исполнители нашей страны. Прекрасную молодежную музыку клуба прошло несколько поколений. Его заседания посещали как и пионеры клуба, так и их дети и внуки. И вместе с тем главным событием в работе Дома композиторов является его активное и широкое участие в проведении ежегодных концертных программ Международного фестиваля современной музыки «Московская осень». Сцена Дома представляется в распоряжении участникам фестиваля. Этот фестиваль является основным композиторским форумом страны, наиболее масштабным смотром премьер современной музыки, проводимых в России и за рубежом. В 2003 году «Московская осень» отметила свой 25-летний юбилей. И за истекшие 2,5 десятилетия самого крупного в мире фестиваля современной музыки были осуществлены тысячи премьер сочинений, принадлежащих композиторам разных поколений, различных художественных стилей. Открыты новые имена талантливых молодых композиторов и музыкантов. В ноябре 2008 года международный фестиваль современной музыки «Московская осень» не менее широко отметил свой 30-летний юбилей, и в нем приняли участие многие зарубежные и отечественные композиторы и музыканты. На протяжении месяца современная музыка исполнялась в Большом зале консерватории, колонном зале Дома Союзов, Московском доме и композиторов. Московский дом композиторов завоевал огромную популярность у москвичей и гостей столицы, прежде всего своей гостеприимностью, уютом, прекрасными концертами и исполнителями. Выступить на его сцене считали за честь лучшие артисты страны. Это было престижно и звучало как признание творческих возможностей исполнителя. В концертах Дома композиторов выступали и выступают выдающие деятели музыкального искусства и разные музыкальные коллективы, симфонические оркестры под руководством Светланова, Кондрашина, Рождественского, струнные квартеты Бородина,
Бетховена, солисты Рихтер, Ростропович, Спиваков, Башмет и многие другие. Свой первый публичный концерт провел в доме 12-летний пианист Кисин. Московский дом композиторов чтит свои традиции, и поэтому его двери гостеприимны и широко распахнуты любителям музыки, творчества и искусства. В настоящее время, кроме работы музыкальных клубов, в доме регулярно проводят концерты современных композиторов и известных исполнителей Москвы, городов и областей Российской Федерации, бывших союзных республик, зарубежных стран. За годы работы дома в его фонотеке записаны и хранятся почти все сочинения советских авторов. Успешно работает нотная библиотека, насчитывается десятки тысяч названий. Особую ценность представляет Центр нотных материалов, который обладает огромной нотной библиотекой практически всех композиторов бывшего Советского Союза. Популярности Дома композиторов во многом способствует и то обстоятельство, что он расположен в самом центре города Москвы, в непосредственной близости от Кремля, и имеет одну из самых уютных концертных площадок. Вот такая у нас с вами получилась очередная прогулка. Я благодарю вас за компанию в ней. Отдельное спасибо за внимание и ваши комментарии. Ну а я буду прощаться с вами для того, чтобы подготовиться к новой прогулке. Не прощаюсь с вами, всего лишь говорю, ну а пока.